Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу вам предложить еще один такой вот узор для ваших летних изделий, для ваших идей, для лета. Таким узором можно связать как кофточку с коротким рукавом, можно связать тоненький джемперок, можно связать майку, топ, как ее назвать, безрукавочку, да. Значит, все зависит от того, какие нитки вы будете использовать, то есть какую пряжу вы будете использовать. Можно использовать хлопок, можно использовать лен, можно использовать различные комбинации. Также можно использовать тоненькую шерсть. Вот в данном случае у меня тоненькая шерсть. И вот этот узор, смотрите, он очень красиво смотрится. И на первый взгляд кажется, ой, он такой сложный, я не справлюсь. На самом деле здесь абсолютно ничего сложного нету. Поэтому я даже удивляюсь. Для меня тоже было удивительно. Вот я посмотрела на картинки сначала, на фотографии. Ой, какой сложный узор. Когда попробовала связать, поверьте мне, абсолютно ничего сложного. Если вы будете вязать такой узор регланом сверху, вы должны понимать, что он будет выглядеть вот совсем по-другому. Да? Он будет как бы, эти листики, они будут идти сверху вниз. Если будете вязать снизу вверх, то он будет выглядеть так. Можно вязать условно вот раппорт этого узора. Вот он. У меня здесь два раппорта. Вот раппорт узора, вот одна коса. Вы можете взять одну косу просто посередине, остальное все вязать изнаночной гладью. Да, вот видите, здесь посередине изнанка, которая разделяет эти два раппорта. Можете посерединке взять одну полосу, остальное вязать все изнанкой. И наоборот, взять три полосы, остальное все вязать изнанкой. Тут на ваше усмотрение. Можете брать вот эти раппорты, но посередине, между ними брать не одну изнаночную, а 3, 4, 5, сколько вы хотите. Это на ваш вкус, на ваше усмотрение. Поэтому мне понравился этот узор, что здесь можно использовать свою фантазию и немножко самой придумать. Да? Вот поэтому я сейчас вам покажу, как он вяжется. Я дам схему этого узора, и вы сами поймете, что он совершенно несложный. Да? Как видите, вот здесь вот по краю, если вы вяжете, будете набирать петли, по краю он получается вот такая вот волнистая линия за счет вот сокращения и прибавления накида. Да? Поэтому вот эту линию можно связать побольше. Здесь я использовала только два ряда, лицевой, и по изнанке опять лицевой связала. Если связать 4 ряда, то вот эта каемка будет у вас пошире, и уже можно использовать как низ изделия. И будет очень легко. Не надо вязать резинку никакую. Вот просто используйте вот эту. И все. Вот как я набрала образец уже. Вот видите, здесь я связала эту полосу пошире. И когда мы сейчас начнем вязать с вами узор, вы посмотрите, что она тоже будет как бы вот изгибаться. И уже будет готовый край изделия. Итак, значит, раппорт этого узора 16 петель. И всего 8 рядов. Он как бы несложный, да? Схема узора. Вот она. Еще, значит, откуда я взяла этот узор сразу, потому что это я, естественно, не сама придумала. Узор я взяла из этой книжки. Это 280 японских ажуров для вязания на спицах. Очень хорошая книжка, но здесь узоры все такие более сложные, да? Есть, конечно, попроще, но есть узоры, над которыми надо поработать. Поэтому я решила вам сегодня показать вот этот узор, который немножко выглядит, еще раз повторяюсь, он выглядит сложным, но на самом деле он очень простой. Итак, вот схема этого узора. Вот это раппорт, 16 петель и 8 рядов в высоту. Значит, условное обозначение. Вот такая штучка. Вот такая штучка. Это 2 петли лицевой с наклоном влево. Вот такая штучка. 2 петли лицевой с наклоном вправо. Вот это накид. Где вот пустая клеточка, это лицевая, это изнаночная по лицевой стороне. Это изнаночная петля, а вот это лицевая петля. Это все по лицевой стороне. Значит, вот эта схема дана для вязания по кругу. Если вы хотите вязать поворотным вязанием, как сейчас мы будем с вами вязать образец, то, естественно, первый ряд вы вяжете точно так же, а все четные ряды
вы должны вот эти условные обозначения вязать в зеркальном отображении. Если вы здесь видите, что это лицевая, то с изнаночной стороны вы должны вязать ее изнаночной петлей, и тогда по лицу она у вас будет получаться лицевой. Все понятно. Если вам так сложно, вы перерисуйте себе эту схему и сразу измените нечетные ряды по-другому. Но они, видите, все они нечетные ряды, они в этом узоре, они все одинаковые. Значит, узор идет только, то есть все четные ряды, они одинаковые. Нечетные ряды, узор идет только в нечетных рядах, поэтому тут ничего сложного не будет. Я вяжу классикой, поэтому я буду вам показывать, как я вяжу 2 петли вместе с наклоном вправо или влево классическим способом. Итак, приступим. Да? Вот я оставляю схему, чтобы ее было видно. Я беру свой образец, я набрала уже количество петель кратно 1 раппорту, да, так нам проще будет. Вот здесь у меня связано 2 раппорта в ширину и 3 раппорта в высоту. Мы сейчас разберем с вами вязание всего лишь 1 раппорта, и вы посмотрите, как это легко. Значит, при вязании по поворотным вязаниям вы должны набирать 16 петель, вот это раппорт узора, плюс 1 для симметрии и 2 кромочные. Вот, значит, у меня сейчас здесь я набрала, у меня здесь 2 кромочные, раппорт 16 петель и 1 петля для симметрии. Все понятно. Я провязала 4 ряда лицевыми, лицевой по лицу, лицевой по изнанке, лицевой опять по лицу, лицевой по изнанке. И теперь мы начнем с вами вязать узор. Значит, смотрим. У нас схема нашего узора. Вот мы начинаем. Первый ряд, первая петля, она у нас изнаночная. Вот мы ее провязываем изнаночной. Дальше мы смотрим. У нас 3 лицевых. 1, 2, 3. Потом 2 раза по парам 2 петли лицевой с наклоном вправо. Еще раз повторюсь, я вяжу классикой, поэтому вяжем так: 2 петли вместе с наклоном вправо, опять 2 петли вместе с наклоном влево. Дальше вы должны понимать, мы здесь связали 2 раза по 2 петли, и в конце раппорта тоже 2 раза по 2 петли. Чтобы наше количество петель не изменилось, мы должны сделать 4 накида. Вот они у нас есть. 1, 2, 3, 4. Очень легко. Я делаю накид 1, лицевая, накид 2, лицевая, накид 3, лицевая и накид 4. Вот мы вот эти часть узора провязали. Дальше мы вяжем еще 2 пары по 2 вместе с наклоном влево. Чтобы провязать классикой красиво с наклоном влево, мы должны поменять стенки наших петель. Значит, я делаю таким образом. Вот я переснимаю 1 петлю, 2 петлю. Потом их возвращаю как бы на левую спицу назад и провязываю петлю. Вот у нас получилось 2 петли с наклоном влево. Еще 1 пара. 1, 2, 5 их переношу и провязываю их 2 вместе. Дальше мы смотрим по узору. У нас остается 1 лицевая и вот эта 1 изнаночная, которая была для симметрии, и кромочная. Все, первый ряд мы связали. Мы поворачиваем на изнаночную сторону, кромочную я снимаю, и здесь мы вяжем. Вот видите, она лицевая, я вяжу лицевую. Все остальные петли, включая накиды, мы вяжем изнаночными, только последнюю петлю, которая у нас лицевая, видите, это по краям, мы ее вяжем лицевой. То есть изнаночные ряды, четные ряды вяжутся очень легко. Мы вяжем все петли изнаночными, накиды мы вяжем тоже изнаночными, кроме первой и последней петли, которая у нас провязывается лицевыми. Это у нас первые 2 ряда нашего раппорта. Вот видите, это лицевая и кромочная. Все. Мы опять поворачиваемся и смотрим дальше. Наш второй
то есть третий ряд нашего раппорта. Здесь удобнее вот так вот класть линеечку, чтобы вы сразу знали, как у вас, какой ряд вы будете вязать. Итак, кромочную я снимаю. Первая петля у меня изнаночная. Вот она. И дальше 2 лицевых. Раз, два. 2 пары по 2 вместе. Раз, два. Дальше у нас идет накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. Дальше 3 лицевых. Раз, два, 3. И опять накид, лицевая, накид. И дальше 2 пары по 2 петли вместе с наклоном влево. Опять я переснимаю. Раз, два. Провязываю их вместе. Это одна пара. Опять раз, два. Переношу, провязываю. Это вторая пара. И изнаночная петля для симметрии. И кромочная. Дальше мы вяжем опять 4-й ряд. Вы смотрите, он вяжется, вот видите, с изнанки он вяжется все изнаночными и 1 петля лицевая. Но так как у нас есть 1 петля для симметрии, вот она, первая петля лицевой, дальше у нас все идет изнаночными петлями. Согласитесь, в этом узоре ничего пока сложного вы не видите. Мы провязали с вами уже половину раппорта, то есть мы сейчас заканчиваем 4-й ряд и лицевая. Так, опять мы поворачиваемся и смотрим. 5-й ряд. На самом деле легко запомнить. Вот посмотрите, если вы по логике, значит 3 лицевых, потом 2 лицевых, 1 лицевая, и в последнем ряду вообще нет лицевых. Сразу начинаем 2 вместе. Значит, мы сейчас находимся здесь. Изнаночную я провязываю, потом вяжу 1 лицевую и по парам 2 лицевых, 2 лицевых. Потом опять у нас накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. То есть 4 накида. Очень легко запомнить. Раз накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид. Дальше 2 пары с наклоном, по 2 пары с наклоном влево. Я переснимаю. Раз, два. Переношу на правую спицу, потом возвращаюсь и провязываю. Раз пара. Опять переношу на правую спицу, возвращаю на левую, провязываю 2 пара и 3 лицевых. Раз, два, 3 и изнаночная для симметрии. 4-й, то есть 6-й ряд. Опять мы вяжем все лицевыми и в конце одну, то есть мы вяжем все изнаночными с изнаночной стороны, в конце 1 лицевую. И в начале 1 лицевая, которая у нас идет для симметрии. Дальше мы все вяжем изнаночными до конца. И в конце у нас будет 1 лицевая петля. Лицевая и кромочная. И последний ряд нашего раппорта, то есть последние 2 ряда нашего раппорта. Значит, кромочную мы снимаем, изнаночная, и смотрим. Мы сразу начинаем делать по парам. 2 вместе, 5, 2 вместе. Дальше смотрим. Накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. Дальше 3 лицевых. Раз, два, 3. Потом опять накид, лицевая, накид. 2 пары с наклоном влево. Опять я переснимаю. Раз, два. На правую спицу не провязывая. Потом возвращаю на левую и провязываю. Раз, 5. Раз, два. Возвращаю на левую, провязываю. И 2 лицевых. Раз, два. И изнаночная.
и кромочная. Все. Вот раппорт мы почти закончили. Сейчас мы провяжем еще последний ряд, 8. И я сейчас провяжу еще один раппорт, чтобы было более наглядно. И потом мы с вами встретимся. Ну вот смотрите, как это смотрится, как это выглядит на белом фоне, да. Учитывайте, что вот этот образец у меня еще не прошел ВТО, да. Вот этот образец я уже постирала, и вот он разгладился, смотрите, совершенно по-другому он смотрится. Поэтому, если вы будете использовать этот узор, перед тем, как делать расчет вашей плотности вашего вязания, вы свяжите образец, постирайте его, высушите и только потом рассчитывайте количество петель, потому что вот на таком образце вам будет очень сложно рассчитать количество петель. Еще раз посмотрите, пожалуйста, схему. Вы можете ее себе, естественно, сфотографировать, да. И кому нравится этот узор, пожалуйста, я буду очень рада, если я смогла вам помочь, и вы сможете его использовать для своих летних изделий. А на сегодня все. С вами была Светлана. Пока-пока. До новых встреч.